Этим строителям досталась непростая задача. Они должны были возвести дом на скалистом склоне живописного холма, где каждый вдох едва ли не переплетался с духом природы. Путь к строительному месту был длиной 80 метров и представлял собой узкую тропу, извивающуюся между крупными валунами и густыми зарослями кустарника. Для строителей это означало, что все материалы приходилось носить вручную, от железобетонных блоков до деревянных досок. На первый взгляд задача казалась простым делом, но в действительности это было не просто тяжело, это было изматывающе и опасно. Особенно в дождливую погоду, когда земля становилась скользкой, а камни предательски катились под ногами. Каждый новый день начинался для рабочих с изнурительных подъемов и спусков по этому крутому склону, а ошибки могли стоить серьезных травм. На стройке работали настоящие профессионалы, среди которых выделялся прораб по имени Сергей. Он был опытным строителем и знал, что нельзя недооценивать опасности, поджидающие на каждом шагу. Рабочие смотрели на Сергея с уважением, его авторитет был безусловным, и каждый доверял ему. Сергей всегда отличался вниманием к деталям и не упускал из виду даже самые мелкие нюансы. Это делало его не просто хорошим руководителем, но и большим другом для команды. Когда кто-то из рабочих испытывал трудности, он всегда был готов поддержать не только советом, но и делом. Каждый вечер, стоя у костра, они обсуждали прошедший день, укрепляя дружбу и командный дух. Александр, молодой стажер, только начинал свой путь в строительстве и всегда ловил на себе взгляды соратников. В его глазах светился азарт и желание учиться. Он часто задавал вопросы Сергею, и тот с удовольствием делился своими знаниями, рассказывая о различных техниках и приемах, о том, как правильно работать с материалами и обеспечивать безопасность на стройке. К счастью, у подножья холма для строителей обустроили 2 специальных парковочных места, только для них и грузовых машин. Там установили знаки, строго запрещающие парковку посторонних. Эти меры были необходимы, чтобы места оставались свободными для подъезда грузовиков и облегчения разгрузки. Однако неподалеку находился детский сад. Многие родители, которым было лень искать свободное место, начали оставлять там свои машины незаконно сразу после начала стройки. Однажды, еще перед началом рабочего дня, Сергей заметил, что одно из мест занято. Это вызвало тревогу, но он надеялся, что ситуация разрешится. Когда рабочим требовалась парковка для приема и разгрузки материалов, они старались действовать максимально вежливо. Ребята понимали, что мягкость и понимание – это ключ к лучшему взаимодействию с местными жителями. Чаще всего этого хватало, и люди понимали, что на кону безопасность и бесперебойность строительства. Но в тот день все пошло не по плану. На одном из парковочных мест стоял темно-синий внедорожник. В нем сидел мужчина, который, судя по всему, ждал, когда его ребенок выйдет из детского сада. Сергей подошел к водителю и спокойно объяснил, что тот припарковался на месте, предназначенном исключительно для доставки стройматериалов. Он старался сохранить спокойствие, хотя внутренне его охватывало раздражение, когда он смотрел на часы. Сергею нужно было организовать разгрузку, чтобы не отставать от графика. «У нас срочная ситуация, грузовик с балками уже подъезжает», произнес Сергей, стараясь избегать конфликта. В этот момент раздался звонок. Это был водитель грузовика, который сообщил, что он на подходе. Сергей снова обратился к мужчине с просьбой освободить место, но тот только раздраженно поморщился и ответил: «Я занял место первым, значит, ищите другое». Сергей понимал, что от него зависит не только работа команды, но и безопасность. В его голове крутился план, как убедить этого мужчину. Оглядываясь вокруг, Сергей заметил, что грузовик приближается. Он отступил в сторону и дал четкое указание водителю Ивану.
Припаркуйся как можно ближе к машине нарушителя, чтобы полностью блокировать ее. Иван, имея свой опыт, понимал, что делает, и послушно выполнил команду. Сначала мужчина не сразу понял, что произошло. Он продолжал сидеть в машине, но когда из дверей детского сада выбежал его маленький мальчик, понимание пришло. Водительская дверь теперь не открывалась. Кузов грузовика оказался так близко, что пространство между машинами стало меньше нескольких сантиметров. Мужчина оказался в ловушке. Ему пришлось неловко перелезать через пассажирское сиденье, рискуя удариться и ушибить ребенка. Когда он усадил мальчика на заднее сиденье, его злость достигла пика. Он выскочил из машины, буквально кипя от ярости, и закричал на рабочих: «Мне срочно нужно ехать! Уберите свой чертов грузовик прямо сейчас!» Но прежде чем Сергей успел что-либо сказать, вмешался Иван, сохранив спокойствие. «Извините, гражданин, но это невозможно. Мы уже начали разгрузку, а по политике моей компании я не имею права сдвигать машину с незакрепленным грузом». Мужчина пришел в бешенство. Он начал кричать, перешел на оскорбление, размахивал руками и топал ногами по асфальту, привлекая внимание прохожих. Подходили родители, их взгляды полны неодобрения. Именно в этот момент к месту событий подъехал автомобиль службы парковочного контроля, и из него вышел инспектор по имени Антон. Сергей, увидев его, не удержался и с ехидной улыбкой на лице повторил мужчине его же слова. «Вы не могли бы просто объехать? Это ведь не так уж сложно». В этот момент мужчина, охваченный паникой, завел двигатель и попытался выбраться. Он резко сдал назад, ударившись о борт грузовика, затем попробовал заехать на бордюр, чтобы обогнуть преграду по тротуару, но застрял на мокрой траве. Из салона слышались выкрики с нецензурными словами, а ребенок на заднем сиденье испуганно плакал. Инспектор все это время спокойно наблюдал за ситуацией. Он подошел к машине и потребовал, чтобы мужчина вышел. Нарушитель стал что-то бурчать, придумывая оправдания и перекладывая вину на строителей, но когда понял, что инспектор видел все своими глазами, на его лице отразился ужас. Детский плач все время звучал, и это создавало дополнительное давление на ситуацию. Антон вызвал наряд, и мужчину арестовали за создание угрозы жизни ребенка, неосторожное вождение и повреждение чужого имущества. Как оказалось, он был лишен прав за пьяное вождение несколько месяцев назад. Ребенка забрала бабушка, а мужчину доставили в участок. Сергей и рабочие переглянулись, все еще шокированные произошедшим. Эта ситуация каким-то образом сблизила их, и они поняли, как важно поддерживать друг друга даже в трудные времена. Обсуждая произошедшее, они пришли к выводу, что каждый из них мог оказаться на месте этого мужчины. Упрямство и нежелание слушать других способны создать настоящие проблемы. На следующий день на стройке царила атмосфера напряженного ожидания. Рабочие по-прежнему думали о непредвиденных обстоятельствах, произошедших вчера. Сергей собрал всех и предложил обсудить, как можно избежать таких инцидентов в будущем. Были предложены разные идеи, от более строгого контроля за парковкой до создания специальных информационных листовок для родителей из детского сада. Мы можем организовать совместную встречу с родителями и объяснить, почему важно соблюдать правила, предложил Александр. Его патриотизм к команде и общинам делал его голосом разума в такие моменты. Все согласились, что взаимодействие с местным сообществом поможет улучшить их работу. Каждое утро они стали приходить раньше, чтобы разгружать грузовики, а Сережа взял на себя ответственность поддерживать контакт с родителями в детском саду, чтобы донести информацию о правилах парковки. В последующие недели рабочие много трудились над проектом, и строительство шло полным ходом. Благодарные родители начали завязывать отношения с рабочими и даже стали приносить им угощения. Они увидели все старания и труд, вложенные в проект, и стали поддерживать строителей, исправляя свои привычки.
Сергей даже подумал о том, как можно создать дополнительные мероприятия для укрепления отношений с местным сообществом. На открытие нового дома пришла новая волна жителей, и многие из них стали благодарными за тяжелый труд, который приложили рабочие. Когда дом был наконец построен, на его открытие собралось множество жителей, чтобы отпраздновать это событие. На праздник пришли не только строители и родители, но и местные жители со всего района. Этого момента ждали давно, и работа, окончательно завершенная, стала символом новой дружбы и солидарности. Сергей и его команда с гордостью смотрели на свою работу, понимая, что их усилия не были напрасны. Уроки, полученные в ходе этой истории, оставили глубокий след в их думах. Единство и понимание могут сделать невозможное возможным. Каждый из них знал, что вместе они могут построить не только дома, но и добрые отношения, которые будут служить обеспечением будущего для всех. На прощание, когда толпа стала расходиться, Сергей собрал своих рабочих вокруг себя. Каждый из них чувствовал себя частью чего-то большего. Строительство нового дома стало для них не просто работой, а возможностью объединить усилия и создать крепкую команду. Они обменялись взглядами, полными пониманием и дружбы, осознавая, что преодолели трудности вместе. Дорогие друзья, давайте всегда будем помнить, что даже в самых сложных ситуациях мы можем рассчитывать друг на друга, произнес Сергей, его голос звучал уверенно и тепло. Эта история поучительна и заставляет задуматься о важности взаимопонимания и поддержки на любых уровнях. Как бы жизнь ни подкидывала вызовы, важно помнить, что все мы находимся на одной стороне. Каждый из них знал, что вместе они могут преодолеть любые препятствия и сделать мир немного лучше. Финалом всей этой истории стали не только строительные своды, но и прочные связи, которые образовались между работниками и местными жителями. Каждый из них понимал, что единство может создавать чудеса, даже когда в этом окружающем мире темно. Все знали, что неважно, сколько препятствий им придется преодолеть в будущем, вместе они смогут справиться с любыми трудностями. С каждым новым проектом их отношения только укреплялись. Построенные дома уходили на задний план, и на передний план выходило доверие и дружба, которые были выстроены на протяжении этого времени. Когда люди вышли на улицы праздновать окончание строительства, светильники зажглись, и вечер был наполнен смехом, музыкой и радостью. Строители, окруженные знаками наилучших пожеланий от местного сообщества, чувствовали, что сделали что-то действительно значимое. И, уходя с праздника, каждый из них понимал, что они стали частью той самой истории, которая будет рассказывать о том, как благодаря терпению, уважению и доброте можно достигнуть невозможного. Будущее стало одним единым процессом, и каждый из рабочих взял на себя ответственность за свою часть этой общей работы, полную жизни и надежд. Когда люди вышли на улицы праздновать окончание строительства, светильники зажглись, и вечер был наполнен смехом, музыкой и радостью. Строители, окруженные знаками наилучших пожеланий от местного сообщества, чувствовали, что сделали что-то действительно значимое. И, уходя с праздника, каждый из них понимал, что они стали частью той самой истории, которая будет рассказывать о том, как благодаря терпению, уважению и доброте можно достигнуть невозможного. Будущее стало одним единым процессом, и каждый из рабочих взял на себя ответственность за свою часть этой общей работы, полную жизни и надежд.